Загадка таинственное завещание альпиниста. В офис частного детектива Эдди Хантера зашел мужчина, он не спеша оглядел офис, прошел к стене кабинета и начал разглядывать сертификаты и лицензию. «Я вам не мешаю», — сказал Эдди, — «я знаю великолепную выставку художников-авангардистов, могу подсказать адрес. Я думаю, там вам понравится больше, чем в моем скромном кабинете». Посетитель задумчиво посмотрел на детектива и сказал: «Добрый день, меня зовут Вильям, я являюсь адвокатом Стива Брауна, надеюсь, вы слышали об этом человеке». «Да, конечно, я знаю многих миллионеров нашего города», — без особого интереса сообщил Хантер. «Чем могу быть вам полезен?» «На прошлой неделе Стив Браун скоропостижно скончался», — сказал адвокат, — «сейчас я занимаюсь его наследством». «А что, я являюсь счастливым обладателем его наследства, или, быть может, его части?» — мечтательно, улыбаясь, спросил Эдди. «Вы, наверное, сбились с ног, разыскивая меня, и желаете передать наследство законному наследнику?» С надеждой в голосе, продолжая улыбаться, поинтересовался Эдди. Адвокат кивнул, в знак того, что разделяет позитивные мечты и необычные сказки, а затем, перестав фальшиво улыбаться, серьезно сказал: «Я действительно вас искал, у меня к вам предложение. Я узнал, что вы, в прошлом, серьезно занимались альпинизмом, поэтому я хочу поручить вам одно расследование». Услышав, что предстоит работа, Эдди оживился и сказал: «Как я понимаю, дело касается наследства». «Именно так», — сказал адвокат, — «и, скорее всего, расследование придется провести в Гималаях. Я уполномочен оплатить ваше расследование и текущие затраты». «Вот аванс», — сказал Вильям и положил толстый конверт на стол детектива. Детектив посмотрел на конверт, на его содержимое и сказал: «С общей суммой за мою работу определимся позже, сейчас я хочу услышать от вас подробности». «Дело в том», — начал подробный рассказ адвокат, — «у миллионера Стива Брауна нет прямых наследников. Он не был женат, а его самым большим увлечением, кроме бизнеса, конечно, был альпинизм. До недавнего времени на наследство Брауна претендовал его дальний родственник из Канады, но несколько дней назад появился еще один претендент, это бывший инструктор по альпинизму некий Майкл. Он предъявил мне рукописное завещание, в котором Браун завещал ему половину своего состояния за то, что Майкл спас ему жизнь на восхождении в Гималаях. В этом случае всем повезло», — сказал Эдди, внимательно слушая каждое слово адвоката. 25 лет назад, при восхождении на высоте 7000 метров, Браун якобы сорвался в расщелину, а Майкл, рискуя собственной жизнью, сумел вытащить его и спасти ему жизнь, уточнил Вильям. Под впечатлением пережитого и в благодарность Майклу, Стив Браун написал, сильно замерзшими от мороза пальцами, на листе бумаги обещание оставить Майклу половину своего состояния. «Так в чем же проблема?» — спросил детектив адвоката. «Сложность этого дела заключается в том, — продолжил Вильям, — Стив Браун никогда не рассказывал об этом трагическом случае. И я хочу, чтобы вы, детектив, выехали на горную базу и узнали все подробности этого восхождения». «А что с запиской, на которой написано завещание?» — поинтересовался Эдди. «Мы провели предварительную почерковеческую экспертизу», — сообщил Вильям. «У графолога есть сомнения в подлинности записки, но он не исключает, что ее мог написать Браун, учитывая обстоятельства, что записка была написана в экстремальных условиях, в которых находился Стив Браун. Вот эта записка», — сказал адвокат и передал ее детективу. «Хотя чернила немного расплылись и выцвели от времени», — уточнил Вильям, — «текст легко можно прочитать. Я предлагаю вам провести детальную почерковеческую экспертизу», — заметил детектив, — «и вы убедитесь, что записка поддельная». Почему детектив Эдди Хантер сделал такой вывод? Ответ на загадку. Детектив Эдди Хантер знал, что на высоте 7000 метров сильный мороз. При такой низкой температуре чернила должны были замерзнуть,
Поэтому Стив Браун не мог написать это завещание.